Всем привет! Вы на канале События недели, и спасибо вам за активность на канале. Обзор событий в Японии после землетрясения. Япония столкнулась с последствиями разрушительного землетрясения, которое застало ее западное побережье в понедельник, приведя к гибели по меньшей мере дюжины людей, разрушению зданий и дорог, а также отключению электричества в домах из-за низких температур. Землетрясение мощностью 7,6 балла произошло в середине понедельника, заставив жителей прибрежных районов искать убежище на более высоких участках, поскольку цунами более метра накрыли западное побережье. Основной удар стихии поглотил полуостров Нота в префектуре Исикава, что потребовал героических усилий тысяч военнослужащих, пожарных и полицейских из разных уголков страны. Однако спасательные операции столкнулись с трудностями из-за тяжелых повреждений и блокировок дорог, а также из-за закрытия аэропорта в этом регионе из-за трещин на взлетно-посадочной полосе. Также были приостановлены железнодорожное сообщение, паромы и авиарейсы в этот район. Премьер-министр Фумио Кисида выразил неотложность поисково-спасательных операций, отметив сложность доставки помощи до северной части полуострова Нота из-за обширных повреждений дорог. Из вертолета были выявлены масштабные пожары и разрушения зданий и инфраструктуры. По официальной информации, на данный момент зафиксировано 30 смертей, половина из них в городе Вадзима, недалеко от эпицентра, где произошел сильный пожар. Подземные толчки вызвали масштабный пожар в городе Вадзима, который распространился на жилые кварталы. А это префектура Исикава сегодня утром, после пожара на полуострове Нота в понедельник. С момента начала пожара прошло более 12 часов, а работы по тушению пожара продолжаются. Пожар, вызванный землетрясением, уничтожил более 50 зданий. Часть улицы Асаичи все еще горит, а дым настолько густой, что кажется, что невозможно идти. Пожарные тушат пожары в нескольких городах и пытаются освободить больше людей, оказавшихся в рухнувших зданиях, сообщило японское агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями. Японское метеорологическое агентство зафиксировало более 140 подземных толчков с момента первого землетрясения и предупредило о возможных сильных толчках в ближайшие дни. Правительство Японии приказало более чем 97 тысяч человек покинуть свои дома и использовать спортивные залы и школьные спортзалы в качестве временных убежищ. Япония отменила предупреждение о цунами самого высокого уровня после серии сильных землетрясений в понедельник, но предписала жителям прибрежных районов не возвращаться в свои дома, поскольку смертоносные волны все еще могут прийти. Более 30 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава остались без электричества, а водоснабжение было нарушено в большинстве районов на северном полуострове Нота. Подземные воды после землетрясения вырываются наружу, возможно, разрушены некоторые трубопроводы. До начала сильных толчков и после птицы вели себя как-то странно. Агентство императорского двора отменило запланированное новогоднее появление императора Нарухито и императрицы Масака, а премьер-министр Кисида отложил свой новогодний визит в храм Исе из-за произошедших катастрофических событий. Сила и солидарность японского народа в сложные времена проявляются в их устойчивости и восстановлении пострадавших общин перед лицом этого трагического события. Канал признателен за активное участие сообщества и выражает благодарность зрителям за поддержку, комментарии и лайки. Пожелания всем зрителям мира, добра и здоровья. Берегите себя и своих близких.